Всем привет! Сегодня очередной ролик, связанный с автомобилями. В данном случае ВАЗ-2109 заимел проблему, стал разряжаться аккумулятор, то есть генератор плохо дает зарядку. У меня давно уже лежат два генератора с четырки или с пятнашки, неважно, одинаковые. И я из них хотел бы собрать один рабочий и поставить его на девятку. Но девятка карбюраторная с узким ремнем, а здесь у нас широкий ремень. Значит, нам понадобятся некоторые дополнительные устройства, такие как крепление и шкив другой. Вот такой вот шкив. Все ржавое, но можно сейчас зачистить, опрятно все в порядок привести. Старый генератор вот такой, узкий ремень на нем, он барахлит. Но эти генераторы тоже не в порядке. Здесь болтается, то есть конец с подшипником. Также издает такой своеобразный звук, характерный. А здесь вообще заклиненный намертво. То есть оба заклинены. Работал и тот, и другой. Насколько я помню, вот этот я уже ставил одно время. Он у меня ходил. Здесь был новый диодный мост, новые щетки. Этот генератор брата, он вышел недавно из строя, заклинил. Здесь тоже, в принципе, он был рабочий. Сейчас ситуация такая, что лежали они долго оба. И наверняка теперь сказать сложно, что здесь рабочий, что нет. Также нужно будет заменить подшипники. Где-то здесь был треснутый корпус. В общем, сейчас будем по ходу дела разбирать, смотреть, что там хорошее, что плохое. И из двух собирать один. Я думаю, поступим так. По установке на девятку я уже сказал, что нужно. Нижнее крепление, оно отличается для этого генератора. Также верхнее крепление. Ну и шкив. Шкив, конечно, здесь у нас немножечко заржавел. Ну и нужно еще будет ремень широкий. Его мы купим. Вообще суть устанавливать этот генератор, если у вас мало какого-то электронного оборудования в машине, смысла нет. Он на 80 ампер, девяточный 55 спокойно вывозит. Поэтому, если вы навешаете дофига оборудования на свою машину, там, не знаю, электронные зеркала и так далее, магнитолу, акустику, то, конечно же, нужно будет вам, может быть, и даже 120 ампер такого вида. Так что ролик актуален именно поэтому. В общем, ребят, вымутил такую зарядку из блока питания ноутбука. В принципе, можно делать это через лампочку, даже лучше делать через лампочку, потому что может быть напряжение. Потому что лампочка будет стабилизировать напряжение, но мой блок питания стабилизирует его и так. То есть, когда мы меряем напряжение просто на блоке питания, выходит 19 вольт. А когда у нас подсоединено к аккумулятору, то у нас получается 14 вольт. То есть он сам стабилизирует, но постепенно поднимается. Снимается эта штука очень просто. Есть у меня такой съемничек самодельный. Цепляется, снимается. Это уже сделал, не на камеру. Как открутить гайку здесь? Откручивается она также очень просто. Берем отвертку. Здесь есть крыльчатка такая. Вот так стопорим ее и крутим. Вот и все. Я там уже вижу рассыпавшийся подшипник. Вон торчат металлические части. На том генераторе я эти колечки перепаивал, поэтому там выработки нет. Но о качестве перепайки тоже сложно сказать, потому что делал я это все без опыта. Так что не знаю, какой мы возьмем ротор. Ну, посмотрим. Сейчас откручиваем щетки, диодный мост. Щетки еще нормальные. Щетки по большому счету еще нормальные, но уже, конечно, бы лучше бы их заменить на новые и не париться. Ну, посмотрим. Итак, далее откручиваем здесь 4 винта, крепящих диодный мост. Здесь ключиком на 10 откручиваем. Здесь у нас есть же также фильтр, его мы снимем. И, в принципе, диодный мост будет демонтирован. Здесь главное еще не потерять, где электрические прокладки вот здесь должны стоять. Вот о чем я говорил, что нельзя терять электрические проставки. И также их не забудь поставить потом. Аккуратно 3 контакта со статора отгибаем от контактов моста и снимаем. Фильтр потом можем снять и поставить на новый, если будет необходимость. Далее разбираем корпус, выпрямил контакты со статора. Потом, если мы будем использовать этот статор, нужно будет зачистить, они все ржавые.
Ладно. Здесь, чтобы разобрать корпус, нужно открутить 4 винта, что будет непросто, они прикипевшие, скорее всего. Ломается отвертка. Короче, это будет жестко. Да, ломается. Ладно, хрен с ним, ломается отвертка. Тут еще и слизываются грани. Вот и первая проблема. Эти винты мягкие, как жопа младенца. Хрен узнает, как их откручивать. Даже пока что понятия не имею. Итак, с горем пополам крышка снята. Далее, что произошло? Далее мы с помощью съемничка сняли подшипники. Делается очень просто. Я думаю, снимать нет смысла. Цепляется подшипник и крутится болт. Тем самым снимается подшипник. Так, что сейчас сделаем? Сейчас одеваем новые. Вот они. Еще сейчас снимем измерения, чтобы узнать, точно ли ротор и статор в порядке. Далее нужно будет зачистить здесь до металла, чтобы масса была. Зачистить именно вот здесь. Крышку корпуса немножко, где она прилегает. То есть вот здесь и вот здесь к двигателю. Потом устанавливаем подшипники. Все устанавливаем на место и все. Процесс снимаю не весь, но покажу, как набивал подшипник. Значит, просто берем какую-либо трубку, чтобы бить по внутреннему конусу подшипника. Вдеваем трубочку, сверху ложил ключ и бил молотком. Не очень сильно, чтобы не разбить подшипник. Вот и все. С той стороны также буду поступать. Так, давайте проверим. Все разобрали, оба генератора. Проверим два ротора. Вот на этом, кстати, есть проблемка. Гуляет подшипник. Это ненормально, есть люфт. Скорее всего, поэтому он разбивает подшипник. Поэтому достал второй. Но на этом зато новые кольца. Поэтому, а здесь есть выработка приличная. Давайте померяем, работают они или нет. Сантиметр. Так, нормально. А второй? Нормально. Так, пробитие на массу также проверяем. Находим массу. Не пищит. Здесь то же самое. Нет. То есть оба ротора нормальные. Сейчас посмотрим, как сюда подшипник налезет. Если здесь будет сидеть плотно, то придется брать этот. Хоть и здесь есть выработка на кольцах. Некуда деваться. Также проверяем статоры. Режим прозвонки. Между собой сначала проверяем контакты. Так, подзачистить нужно будет, потому что они окисленные. Должны между собой они быть соединены. Пищит. Пищит. Этот. Пищит. 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 И пробитие на массу проверяем. Находим где-нибудь хорошее место. Не пищит. Если запищит, значит пробит на массу. Это плохой статор. Лишний. Прозвонки, чтобы проверить диодный мост. Конечно, 100% мы его все равно не проверим, но хотя бы примерно, не выбиты ли диоды. То есть, с одной стороны, не должно быть никакой реакции, с другой стороны, вот так, как вы видите на дисплее. Соответственно, с другой стороны, диод не должен вообще никакой реакции давать. Вот. И все так должны. Вот. Так, это должна прозваниваться на плюс. Эта сторона моста, это не должна прозваниваться. Ну, по идее, хороший. Также эти диоды тоже прозваниваются. С другой стороны, не должно быть ничего. В общем, здесь все собрано. Кстати, не забыть диэлектрические проставки. Там, где есть контактная группа, обязательно диэлектрические проставки, чтобы болт не касался контактов. Вот 3 штуки, и здесь они стоят. Забыть их нельзя, иначе замкнет. Щетки поставили, все прикрутили. Все нормально.
Все. Генка готов. Осталось установить и проверить. Потому что на 100% все равно непонятно, рабочий он или нет. Проверяется только на оборотах. Итак, что делаем далее? Переходим под капот. Сейчас меняем шкив, потому что там пятиполосный. У меня здесь узкий карбюраторный. Откручиваем крепление генератора. Снимаем фишки. Снизу крепление и сверху. Значит, здесь один болтик, снизу, по-моему, два. Откручиваем, убираем генератор вместе с креплениями. Снимаем шкив. Одеваем новый. Ставим сюда новое крепление, новый генератор. Натягиваем ремень и, в принципе, ставим фишки. И можно будет проверять его работоспособность полностью. Так, ребят, новый генератор установили на 80 ампер в карбюраторную девятку. Шкив закрутили. Процесс не показывал, потому что, во-первых, это очень неудобно. Да плюс к тому же еще и занимает много времени эфирного. А так все подключили, плюс поставили, фишечку надели, все отрегулировали. Ремень на 90 градусов поднимается. В общем, все на месте. Будем надеяться, что он сейчас нас порадует. Если нет, мы его разобьем. Все, момент истины. Зарядку дает. Работает пока бесшумно, все нормально, все. Будем ездить.